Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о барсуках. Что мы знаем о них? Это такой серый зверек с полосками на мордочке, живущий в лесу. Знаем, видели. Правда, некоторые путают его то с енотом, то с енотовидной собакой или даже с выдрой. Многие слышали, что барсук живет под землей и роет сложные ходы. А в книжках и мультфильмах хозяин норы степенный и рассудительный. Он ассоциируется с уютом и запасами. Но большинство барсука часто считают безобидным и положительным зверем. Хотя мало кто знает, что он сильный и может постоять за себя. Вот, пожалуй, и все. А хотелось бы больше узнать о барсуке. Поэтому здесь и сейчас мы поговорим о нем поподробнее. Поехали! Куньи – одно из самых древних и успешных семейств хищных млекопитающих. Их история началась около 30 миллионов лет назад, когда среди небольших всеядных зверьков олигоцена появились подвижные охотники с длинным телом, гибким позвоночником и универсальными зубами. Они оказались удивительно пластичными. Кто-то больше проводил время в воде и превратился в выдр. Кто-то стал лесным акробатом вроде куницы. Кто-то вырос до размеров росомахи, сильного северного хищника. И все же одна линия выбрала иной путь. Вместо погони и прыжков эти животные стали копателями. Их лапы укоротились, когти усилились, а тело приобрело массивность. Постепенно из подвижных куньих выделились первые землекопы, приспособленные к подземной жизни. Именно эта ветвь привела к появлению барсуков. Да, барсуки принадлежат к семейству куньих, одной из самых разнообразных групп хищных млекопитающих, куда входят куницы, ласки, соболи, выдры, росомахи, хорьки и многие другие. И у них есть свой род. Еще в 20 веке биологи считали, что существует всего один вид – европейский барсук, распространенный от Британии до Дальнего Востока. Но с развитием генетики и более внимательным изучением морфологии стало ясно – за знакомой маской с черными полосами скрывается гораздо большее разнообразие. В начале 21 века род Мелес разделили на 3 вида – европейского, азиатского, обитающего в Сибири и Восточной Азии, и японского, встречающегося на островах Японии. Позже внимание ученых привлек Кавказ, где живет закавказский барсук. Долгое время его считали подвидом, но генетические исследования подтвердили его самостоятельность. А в 2025 году была описана еще одна линия – амурский барсук, ранее относившийся к азиатскому. Однако в массовом сознании к барсукам часто относят и других животных. На выдру, конечно, он не похож, но на некоторых других представителей смахивает. Если промелькнет в кустах такой, пойди разгляди, барсук это или не барсук. Да, барсук действительно может показаться похожим на енота или енотовидную собаку, а может на кого-то еще, особенно если смотреть мельком. Но это сходство скорее внешнее, чем родственное. И если приглядеться, то, конечно, разница есть, и мы обязательно посмотрим на них поближе. Енот – представитель отдельного семейства енотовых. У него характерная маска на мордочке и полосатый хвост. Барсук тоже носит маску, но полосы у него четко продольные, от носа к ушам, а хвост короткий и пушистый, без полосок. Енотовидная собака – хищник семейства псовых, родом из Восточной Азии. Внешне очень напоминает енота из-за маски и пушистой шерсти. Из-за коренастого тела ее легко спутать и с барсуком. Но у енотовидной собаки длинные лапы и мордочка более лисья, а повадки ближе к псовым. Она воет, может спать зимним сном и живет парами. В Африке живет его родственник африканский медоед и внешне похож на барсука. Приземистое тело, мощные лапы, привычка копать. Но это отдельное подсемейство куньих, пошедшее своим эволюционным путем. Его образ не хозяйственного норника, а смелого бойца саван, готового броситься даже на льва или кобру.
Есть и американский барсук, живущий в прериях Северной Америки. Он тоже роет норы и напоминает настоящего барсука образом жизни, но генетически ближе к скунсовым. С похожестью разобрались. А чтобы закрепить, мы, дорогие друзья, все-таки повнимательнее посмотрим на европейского барсука. Его привычки, характер и образ жизни лучше всего раскрывает сущность барсуков вообще. Да и после просмотра вряд ли кто перепутает его с каким-либо другим животным. В густом лесу, где-нибудь на крутом склоне холма или оврага, можно увидать довольно большое отверстие, отшлифованное по краям до блеска. Это гнездо барсука, признанного мастера-землекопа. Если повезет, то из этой норы появится зверь. Тяжелый, степенный, старый хозяин леса. Барсук – зверь, в облике которого сразу чувствуется основательность. Его тело приземистое, коренастое, длина взрослого животного достигает метра, а вес к осени может превышать 30 килограммов. На первый взгляд он кажется неповоротливым, но это впечатление обманчиво. Каждая черта его строения подчинена определенной задаче. Мех у барсука густой и двойной. Сверху длинные грубоватые щетинистые волосы, придающие шерсти серебристо-серый отлив. Снизу мягкий теплый подшерсток, защищающий от холода и влаги. Цвет его покрова варьируется от серого до бурого, а у разных видов оттенки заметно различаются в зависимости от среды обитания. Брюшко всегда темное, почти черное. Зимой мех становится светлее, летом темнеет и приобретает яркость. Линька длится все теплое время года, и к осени барсук встречает холода в обновленной красивой шубе. Однако самая узнаваемая черта барсука – его морда. Белая, с двумя четкими черными полосами, тянущимися от носа к ушам. Эта маска придает зверю вид серьезный, почти строгий. Уши небольшие, округлые, с белой окантовкой по краю, что смягчает суровость облика. Глаза маленькие, темные, блестящие, жаль слабовидящие. Они прячут в себе внимательность и настороженность ночного жителя. Именно они делают выражение барсучьей мордочки одновременно милым и умным. Хвост у барсука сравнительно короткий, пушистый, обычно светлее туловища. В сочетании с массивным телом он завершает образ лесного хозяина. Когда барсук выходит из норы на лесную тропу, он производит впечатление степенного и основательного зверя. В нем нет лисьей легкости или куничьей грации, но есть другая красота. Красота устойчивости и силы. Возможно, это из-за лап. Лапы барсука короткие, но невероятно сильные. На них мощные когти, настоящие землекопные инструменты. Стоит взглянуть на эти лапы, и сразу ясно, их хозяин создан для работы под землей, для прокладывания тоннелей и рытья сложных ходов. А норы его – удивительные сооружения. Впрочем, такими сооружениями норы становятся не сразу. Сначала барсук роет примитивную нору, коридор, тянущийся в глубину на 2-3 метра и заканчивающийся гнездовой камерой. Но с каждым годом барсук расширяет и углубляет свое жилище, роет новые коридоры, проделывает новые ходы. И это повторяется из поколения в поколение. В течение многих десятков, а то и сотен лет. Нора превращается в целый город. Кстати, старые барсучьи поселения так и называются городками. Иногда в таком городке до 50 входных отверстий, а общая длина коридоров превышает 200 метров. Барсучье жилище – это целая система. Входы от норки, наклонные ходы, камера для отдыха, детские комнаты, сухие полки, вентиляционные шахты и дренажи. Поселение может расти десятилетиями. Новые ходы надстраиваются над старой сетью, как этажи в городе. Бывают десятки входов, тропинки, проспекты и боковые тоннели, уходящие под корни и в склон оврага. Другое животное, заглянув в барсучью нору, наверняка удивится. Зачем одному зверю такие просторы? Длинные ходы, просторные камеры, кладовые и даже отдельные комнаты для потомства. Настоящий подземный дворец. Лисица-сестрица, увидев такие хоромы, обязательно подселится и спрашивать не будет. Такой-то дом своими изящными лапками не построишь, не выроешь, да и не только она.
В подземных системах барсуков селится много квартиросъемщиков. Енотовидные собаки, иногда ежи, даже совы и кролики. В пустых камерах селятся насекомые паукообразные. Старые ходы становятся убежищами для многих видов, от землероек до саламандр. Барсучьи города – это по сути инфраструктура для целого подземного квартала жизни. Он себе еще нароет, а мы пока поживем. И то правда. Роют барсуки легко. Лапы у них сильные, медвежьи, с длинными крепкими когтями. Этими же лапами барсуки легко выкапывают корешки, которые, как и всю растительную пищу, поедают очень охотно. Она в рационе этих зверей занимает такое же место, как мелкие грызуны, насекомые, земноводные и пресмыкающиеся. На крупных животных барсук никогда не нападает, хотя силы ему не занимать. Но силой своей он пользуется очень редко. Во всякие драки, скандалы почти никогда не ввязывается. При опасности старается удрать и лишь в крайнем случае вступает в сражение, проявляя при этом незаурядную храбрость и ловкость. Вообще же барсук очень мирное и добродушное животное. Даже лисиц, которые нахально вселяются в его квартиры, он не прогоняет. А если и прогоняет, то редко это делает, хотя такое соседство ему очень неприятно. И дело не в территории. Места в городке вполне достаточно. Отдельных выходов, чтобы можно было не встречаться, хватает. Дело даже не в возне и шуме, которые устраивают лисицы. Хотя барсук любит тишину и одиночество. Однако он стерпел бы и это. Но мириться с нечистоплотностью выше его сил. Сам барсук – пример аккуратности. Возле норы у него всегда чисто. Нет следов и остатков какой-нибудь еды, а в нескольких метрах от норы вырыты глубокие ямки – уборные. Когда такая ямка наполняется, барсук зарывает ее и делает новую. Подстилку в гнезде, сухие листья и мох барсук меняет по нескольку раз за лето. Даже на охоту барсук не отправится, пока не наведет туалет, не очистит шкурку от прилипшей земли, не расчешет прямые шерстинки. И вдруг рядом с таким чистюлей поселяются лисицы. Звери не очень аккуратные, распространяющие запах неродной барсучьей, разбрасывающие вокруг кости, остатки еды. Но барсук почему-то не прогоняет назойливых и неприятных квартирантов, а когда ему становится совсем невмоготу, сам уходит из своей норы и роет новую. Если же барсука не тревожить или относиться к нему почтительно, как это делают, например, енотовидные собаки, тоже иногда селящиеся в норах барсуков, он не станет возражать против такого соседства и будет вести спокойную, размеренную жизнь. Днем спать, ночью в поисках еды бродить по лесу, уходя довольно далеко, иногда за несколько километров от норы. Да, барсук – это истинный житель сумерек. С первыми тенями он выходит из своей норы и отправляется по знакомым тропам, к опушкам, зарослям малины, на влажные лужайки, где земля оживает множеством дождевых червей, где можно отыскать лягушку или жука, а может даже и змею. Его маршрут четок и постоянен, словно расписание, а с рассветом зверь возвращается обратно, в сухую глубокую камеру, отдохнуть до следующего вечера. Но это летом, а как же зимой? Ни лягушек тебе, ни червей, ни сочных ягод, только холод, снег и сковавшая землю ледяная корка. Для барсука это время испытаний, и он встречает его по-своему. Многие звери впадают в спячку, но, например, в отличие от медведя, он не погружается в настоящий глубокий сон, а уходит в полусон. Его жизнь замедляется, сердце бьется реже, дыхание становится спокойным, движения сокращаются до минимума. Все надежды зверя на запасы жира, которые он накопил с осени. Жир необходим, чтобы спокойно перенести зиму, но одного подкожного жира им мало. Высушенные лягушки, коренья, семена, желуди тоже нужны, и этими продуктами барсук набивает свою кладовую.
Подкожным жиром зверь будет питаться во время спячки, запасами из кладовой, когда проснется. Зимой в теплые дни, особенно во время оттепели, барсуки просыпаются и даже иногда вылезают погреться на солнышке. В мягком климате барсук может выйти из норы даже зимой, если потеплеет, проверить территорию, найти случайный корм. Но там, где зимы суровые, долгие, он почти не показывается до весны, экономя каждую крупицу силы. Впрочем, зимой они пользуются запасами не всегда. Гораздо важнее эти запасы весной. Проснувшийся зверь очень голоден, а еду еще найти трудно. Так, в подземной камере, укутанной собственным мехом и жировыми запасами, да еще и кладовочкой, барсук дожидается нового цикла жизни – весны, которая вновь наполнит лес звуками, запахами и его привычными тропами. Весной, когда снег окончательно сходит и земля наполняется живым дыханием, для барсуков наступает особое время – время продолжения рода. Весной размеренную жизнь барсучихи нарушает появление до 6 голеньких слепых барсучат. По сравнению с родительницей, длина которой примерно метр, а вес в среднем около 10-15 килограммов, детишки крошечные, весят не более 15 грамм, длина их чуть больше 10 сантиметров. Их рождение приходится на раннюю весну, когда лес только начинает оживать. Слепые и беспомощные, они лежат в сухой камере, устланной листьями и травой, а мать-барсучиха заботливо согревает их своим телом. Постепенно малыши открывают глаза, делают первые шаги в полумраке норы и слушают приглушенные звуки леса. Для семьи наступает новая пора, и барсучья нора вновь наполняется шумом и движением жизни. Однако эти малыши очень требовательны и капризны. Дня 3-4 мать вообще не может оставить их и выйти из норы. Затем выходит очень ненадолго, потому что едва мать отойдет, барсучата начинают пищать. Успокаиваются они только тогда, когда родительница оказывается рядом. Гнездо барсуков благодаря нескольким выходам всегда хорошо проветривается. Животные будто знают, как полезен свежий воздух. Знают они, что полезны и солнечные ванны. Мамаша-барсучиха ежедневно в солнечную погоду выносит наружу своих слепых барсучат. Глаза у них откроются только через 5 недель после рождения. На солнце она их держит до тех пор, пока малыши не начинают попискивать. Это означает, что солнечные ванны пора прекращать. Примерно в 2-месячном возрасте барсучата сами уже выходят из норы и вскоре начинают совершать вместе с мамой небольшие экскурсии. Постепенно прогулки становятся все продолжительнее, и в конце лета молодежь уходит так же далеко, как и взрослые. Впрочем, они уже и стали взрослыми. А осень – это пора расставания. Барсучихе надо подремонтировать старое жилье, молодым позаботиться о собственных квартирах, хотя некоторые остаются зимовать с мамой. Так из года в год и живет барсук своей барсучьей размеренной жизнью, наполненной маленькими радостями в просторном жилище. И мало кто задумывался, насколько они полезны в лесу. Они уничтожают слизни, гусениц, личинок насекомых, вредящих лесу, контролируют численность мышевидных грызунов, а разыскивая корм, барсук постоянно взрыхляет лесную подстилку, что улучшает почвы и помогает растениям. Но, к сожалению, понимают это далеко не все. Природных врагов у барсука немного. Волк, рысь, медведь. Но взрослый зверь силен и упорен. Мощные челюсти и готовность драться делают его опасным противником. Чего, увы, не скажешь о человеке. С древности на барсуков охотились ради мяса, жира, шкур, а иногда и просто ради истребления. Сегодня добавились новые беды. Исчезновение лесов, дороги, автомобили и ядохимикаты. Человеческая деятельность делает барсука все более редким. А ведь он необходим не только себе, но и множеству соседей. Особенно ценны его норы в холодных регионах. Глубокие сухие ходы сохраняют тепло, защищают от ветра и врагов. В них находят приют лисы, енотовидные собаки, кролики, ежи и мелкие грызуны. Для многих животных барсучьи подземелья становятся единственным шансом пережить суровую зиму.
Барсук строит как будто бы для себя, а на самом деле помогает десяткам других видов. Его труд напоминает: сила не всегда в скорости или клыках. Настоящая сила в земле, в терпении, в умении хранить и создавать. Барсук учит: помогая себе, невольно помогаешь и тем, кто живет с тобой рядом. И хотелось бы, чтобы люди в погоне за лучшей и комфортабельной жизнью помогали и думали не только о себе, но и о тех, кто тебя окружает, как это делает, например, Чистюля Барсук, скромный лесной инженер, архитектор леса. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.